Всем привет! Вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня вы узнаете о помощи студентам в Германии. По итогам коалиционного комитета, федеральное правительство 4 сентября был предоставлен пакет мер. Поскольку теперь у нас есть первая помощь по формулированию законопроекта, закон о фиксированных ценах на электроэнергию для студентов, на многие подобные вопросы можно впервые получить более конкретные ответы. Еще есть вероятность, что что-то изменится в ходе законотворческого процесса. Но действительно больших изменений быть не может, в том числе в силу срочности. Ссылаясь на федеральный закон о помощи обучению, в разделе 2 которого перечислены различные учебные центры. Однако не все перечисленные там учебные центры имеют право на фиксированную плату за энергию, а только некоторые из них. В Германии получатели должны быть зачислены на учебу и зарегистрированы для обучения 1 декабря 2022 года, чтобы получить выплату. Учащиеся университетов, академий и высших технологических школ, а также студенты технических школ, за исключением технических колледжей и курсов не менее 2 лет, получают фиксированную ставку в профессионально-технических училищах с целью получения профессиональной квалификации. Поскольку они явно не исключены, мы полагаем, что получить гарант смогут студенты-заочники, иностранные студенты и даже те, кто сейчас тщательно принят до декабря 2000 поступают как группа. С другой стороны, что довольно щедрое финансирование, потому что, конечно, есть и студенты, которые, несмотря ни на что, живут не особенно плохо в финансовом плане. 200 евро в раз, примерно 3 миллиона студентов, это 600 миллионов евро, которые тратятся впустую. Но если бы, например, нужно было увеличить только бафик, более 85% студентов в настоящее время не учитывались бы совсем. Значительное расширение бафика обойдется значительно дороже, чем те 600 миллионов, которые сейчас оценивается, прежде всего, что будет более долгосрочная инвестиция. Некоторых прежде смущал тот факт, что для пенсионеров предусмотрена разовая выплата в размере 300 евро, а для студентов 200 евро. Для пенсионеров выплата облагается налогом, что сужает разницу, по крайней мере для пенсионеров с высокими доходами. Тем не менее, это показывает, что студенты почему-то всегда предполагают, что им это на самом деле не нужно, а также достаточно студентов без поддержки семьи, которые должны жить одни. Но до них не так просто добраться по отдельности, поскольку 200 евро в конце концов не так уж и много, и возможно также потому, что их не так просто выплачивать. Федеральное правительство уже запланировало субсидию на отопление для получателей бафик 28 сентября 2022 года. Реакция на единовременную выплату студентам в 200 евро, кстати, 19 октября Бундестаг отклонил заявки на поддержку студентов в условиях кризиса. Что ставки бафик, которые и так были низкими до кризиса, должны быть резко увеличены, а группа получателей должна быть значительно расширена. Необходимые корректировки здесь никому не помогут, аварийный механизм еще не назрел. Ну и на этом все. Пишите обязательно свое мнение в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем хорошего настроения и всем пока.